Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Беляев Дмитрий, и я являюсь ведущим медиастратегом Эгида Телеком на проекте Киберкухня. На обычной кухне обсуждают не только рецепты приготовления лучших блюд из меню по информационной безопасности, но и готовят их вместе с лучшими шеф-поварами отрасли. Это подкаст по информационной безопасности без сложных терминов, ради терминов, без рекламных обещаний и пересказа новостей. Мы приглашаем людей, которые каждый день работают с реальными инфраструктурами, инцидентами, а также технологиями и рисками. Тех, кто строит безопасность на практике. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость Егор Шляхов, капитан команды CTF под эгидой. Тема этого выпуска — AI против CTF. Как нейросети меняют формат соревнований и игру команд. Сегодня искусственный интеллект называют ключевым технологическим сдвигом последних лет. Для одних это мощный инструмент усиления специалистов по информационной безопасности, но для других это новый класс угроз, который радикально расширяет возможности атакующих. Так где проходит реальная граница? Способен ли ИИ действительно усиливать защиту инфраструктуры? Какие новые риски он привносит сам? И готов ли к этим изменениям образование, индустрия и государственные структуры? Разберем вместе с нашим гостем. Поехали! Привет, Егор! Большое спасибо, что пришел к нам на подкаст. Очень интересно с тобой разобрать эту тему. И хотелось бы начать, наверное, с фундаментального вопроса. Расскажи, пожалуйста, что такое CTF для наших телезрителей и для чего нужно участие в нем и как туда попасть? Дальше мы с тобой затронем вопрос уже, как ИИ сейчас связан с CTF. Всем привет. CTF — это командные соревнования, включающие в себя такие категории, как криминалистика, разбор веб-задач, криптография и много-много-много всего. И существуют различные типы CTF, такие как атака, защита инфраструктуры, просто решение задач, которые я ранее назвал. Есть смешанный тип с теми же самыми заданиями и с теми же самыми настоящей инфраструктурой. Скажи, для чего нужно участие тогда в таком виде соревнований? Участие в таком виде соревнований на самом деле очень сильно развивает проф-скиллы, проф-навыки, я бы сказал бы так. Ты на реальном примере, на реальных кейсах начинаешь понимать, как это устроено, как это работает. Ты, когда условно ломаешь сервис, ты понимаешь, как в будущем, допустим, в компании тебе дадут задачу защитить какое-либо программное обеспечение, сайт, приложение. Ты уже будешь понимать примерно, с чем сталкиваются люди. В основном в CTF используются актуальные уязвимости. Вот на данный момент называются AWASP топ-10 или AWASP топ-20. Ты на реальном примере понимаешь, как защитить свою инфраструктуру от того, что сейчас популярно и чем пользуются. Окей, давай разберем третью часть первого вопроса. И как вообще сейчас связано ИИ с CTF тогда? Очень крепко связан. Сейчас без ИИ вообще на самом деле никак. Я смотрю на популярных кейсах и понимаю, что современные программисты, DevOps-разработчики, DevSecOps, вот все из стека безопасности или что-то связано с IT, все используют нейросети. Кодинговые агенты, там, не знаю, reasoning-агенты там, для планирования, допустим, защиты. И в CTF это используется примерно так же. Ну, то есть агент может, грубо говоря, за тебя решить задачу. А вот как он будет ее решать, решаешь только ты. Ну, это может быть не совсем честно, но мы сейчас проговорим как раз-таки с тобой про как раз-таки читы и хитрости. Это следующий блок у нас вопросов. Расскажи, какой самый грязный чит вы видели на CTF, но не стыдно рассказать о нем? То есть, может быть, какая-то команда использовала прям совсем нечестные инструменты с ИИ? С ИИ, наверное, сильно не связано, но могу подсказать про чит. Давай. Мы были на соревнованиях на финале MCTF 2025. Вот как раз вот тогда начал подниматься ИИ, уже начали появляться какие-то первые, так скажем, уже агенты, которыми уже пользовались, и начало захватывать нашу нишу. И ребята
купили себе агента, который им написал на все сервисы WAF-фильтр, и их, грубо говоря, никто не смог их сервисы атаковать. Да, они забрали все очки себе, а мы их медленно теряли. Вот такое было. Интересный кейс, конечно. Ну, тут можно им бонус дать за смекалку. Да, и за большой карман. Да. Давай перейдем тогда к следующему вопросу. Нормально ли подсматривать решения у других команд, если организаторы никак это не запрещают? На самом деле, если ты начинающий игрок, и у тебя нет такого прям опыта, то есть ты не понимаешь, вот у тебя дают задачу и что с ней делать, то в целом я считаю, что это да, надо же как-то навыки набирать. Поэтому ты смотришь, подсматриваешь, может даже не у других команд, может даже на других платформах подсматриваешь решения примерно таких же типовых задач, развиваешь навыки. Совершенно я не против такого. Знаешь, на стендоффе, я вспомнил, были такие хитрости на самых первых стендоффах, когда атакующие отправляли своего разведчика, условно, в штат защитников, и те тоже, ну, защитники отправляли своих, и в итоге они подсматривали, что там друг у друга, какие есть проблемы, или даже подслушивали, и это им помогало. Потом, собственно, территории сильно разделили, там, условно, ограждение поставили, там, фундамент выше, и просто так не добраться, и не послушать, и не подглядеть сейчас, по крайней мере. Вот, что вспомнилось. Окей, тогда мы переходим к следующему вопросу. Можно ли считать использование AI полноценным читом, если он делает за тебя 80% работы? Наверное, да. Когда ты просто отдаешь, грубо говоря, все задания нейросети, и она делает за тебя 80, а то и 90% всей работы, а тебе остается только скопировать флаг и его вставить, я считаю, что это нечестно. Согласен, да, я тоже разделяю эту позицию, потому что, ну, раньше люди думали больше головой и, ну, руками, собственно, анализировали. Раньше было интереснее вместе всем в 2 часа ночи сидеть, решать задания. Вот это было Да, круто. А да. сейчас все автоматизировано, и смысл теряется. Возможно, да. Ну, я надеюсь, что все-таки ведут какие-то правила и ограничения на Уже это. ввели. Уже? Да. Ну, супер. Тогда будем рассчитывать, что ведут на большое количество платформ и соревнований. Потому что действительно теряется смысл, и меньше опыта люди будут получать, и меньше пентестеров, и ретимеров будет развиваться, потому что все будет делать AI. Окей, тогда поговорим о том, какие хитрости именно ты и твоя команда используете, чтобы выиграть не за счет техники, а за счет, может быть, организации, скрипты, может быть, автозаливка, сплит-задачи и так далее. Вот, расскажи, какие софт-скиллы там, и хард-скиллы вы используете для того, чтобы увеличить ваш шанс. Ну, прям так все карты раскрывать не будем. Ага. Все-таки как бы у каждой команды есть свой козырь в рукаве. Даже если это не топ-команда, то у них все равно есть какие-то свои навыки. На самом деле это слаженная работа, когда ты распределяешь команду на различные задачи. То есть у нас есть люди, которые занимаются только криптографией, есть те, которые занимаются только веб-разработкой, есть реверсеры. И все эти люди работают только по своим категориям. И, соответственно, вот за условный час ты можешь решить заданий больше, если все будете решать одно. У нас было такое в начале, когда мы только начали формировать команду, это еще было до под эгидой, мы начали формировать команду, и мы все на одну таску заходили командой, и по итогу из этого ничего не получалось, занимали там низшие места, даже в финалы никуда не входили, и поняли, что так делать не нужно. Начали потихонечку думать насчет того, что нужно как-то оптимизировать задачи, то есть каждому раздавать свою категорию, кто в чем хорошо разбирается, тот, соответственно, будет то и решать. И вот так потихонечку начало получаться. Сейчас под эгидой разрабатываю что-то подобного плана. У нас все-таки ребятки, большинство занимаются одним типом задач. Нужно их как-то тоже оптимизировать, что-то делать. Вот, а так, да, есть скрипты, ну, основанные на вот максимально популярных инструментах. В том же самом Kali Linux они есть. Это парсеры, брутфорсеры, все то, что вот помогает для выявления типа задачи, уязвимости. Вот. С чем-то помогает даже и написанием какого-то инструментария разобрать, допустим, пересобрать таску заново и вытащить флаг. Хорошо, спасибо тебе за довольно-таки емкий ответ. А мы перейдем тогда к следующему вопросу, он такой интересный и необычный.
Был ли в твоей практике твоей команды, может быть, видел в целом, случай, когда грязный ход реально решал судьбу турнира для вашей или чужой команды? Да, был и наш, и не наш. Проговорю про наш. Был, получается, запуск GoCTF, 2024 год. Они только дебютировали, и мы занимали довольно высокое место. Мгм. И грязный трюк заключается в том, что мы захватили базу данных и не пускали туда никого. То есть мы сидели, ее контролировали, мы писали посты там даже в задании. Ну, мне кажется, это, я бы не назвал, наверное, это грязным трюком. Это, мне Ну, кажется, обыденность. Вот злоумышленники, они когда инфраструктуру взламывают, они закрепляются в ней, и бывает то, что в инфре сидят несколько разных группировок, и они могут не давать им войти в инфру. То есть, это вполне, мне кажется, довольно-таки легальный способ. легальный, но довольно грязный, когда, другие команды не могут, допустим, решить наравне с тобой то же самое задание. То есть ты забираешь контроль, все. То же самое, как и на атаке-защите, когда вот люди защищаются, и никто к ним не подберется. Ну, это тоже считаю не совсем правильным. То есть, как Мгм. бы все должны быть на равных. Ну, тут согласен, однако они же могут быть нечестными и, например, попробовать выбить вас и завоевать больше очков. Тут просто вы, наверное, условно, уже точку захватили, вы уже больше, там, чем они, провели анализ и знаете, как идти дальше, там, по каким дырам. Вот, собственно, их попадание в эту точку займет какое-то время на исследование и так далее. То есть, принципиально они могут попробовать выбить, чтобы вы меньше очков заработали, чтобы они вас догнали. Вот, и мне кажется, такие ухищрения тоже могут быть. Да, но когда ты закрываешь полностью доступ к заданию, и действительно никто пробраться не может, потому что ты уже контролируешь, Мгм. уже максимально под себя сервис переделал, вот это неправильно. Превратился в защитника, да, Да. в моменте. Когда ты решаешь задачи в категории Jeopardy, то есть когда у тебя есть таски, то есть когда у тебя есть задания вот эти вот, у всех команд на последних CTF у всех равные условия. То есть у М, каждого свои контейнеры. А там была организация, что контейнер один общий на всех. И у всех по правилам должны быть одинаковые условия. Одинаковых условий мы не создали. Понятно. Ну, тогда да, согласен. Окей, а какие легальные читы ты можешь посоветовать новичкам, чтобы побыстрее вкатиться в CTF? Те же самые популярные инструменты, фазеры, парсеры, все то, что вот основано на брутфорсе, в той же самой криптографии это подойдет. Также, наверное, я посоветую читать райтапы других команд, потому что, других команд на задания. Райтап — это как решалась таска на том или ином соревновании. Это во время соревнования или после его уже читать? Вообще любых заданий лучше всего на каком-то опыте прочитать райтап, там, не знаю, скачать себе исходники и попробовать прорешать самому. У тебя в голове это отложится, ты уже будешь понимать, что вот в этой ситуации ты поступаешь так. Допустим, в другой ситуации, не знаешь, начинаешь искать репозитории, видишь то, что у тебя есть райтап на похожее задание. Читаешь, Мгм. прорешиваешь, у тебя откладывается это в голове, а потом на соревнованиях это пригождается очень сильно. Ты начинаешь вот этими софт-скиллами пользоваться, ты не замечаешь, то, что ты уже начинаешь в этом разбираться, что какую-то ты уязвимость ты там знаешь, как делать, ты просто проворачиваешь те же самые шаги и приходишь к ответу. Это самый легальный чит. Это умение пользоваться своим мозгом. Это довольно-таки классный совет. Дорогие наши слушатели, обязательно смотрите этот выпуск и используйте советы нашего героя. Но мы переходим к заключительному вопросу первого блока. И если бы ты делал свой CTF, какие формы читерства ты бы специально провоцировал ради шоу? И вообще делал бы так? Мы уже поднимались TF на базе нашего колледжа, только вот для студентов, и допускалось многое. То есть в целом я бы не запрещал бы пользование ИИ, Мгм. но при каких-то вопросах команде, когда команда резко за несколько там десятков
минут получает все флаги, у меня будут к ним вопросы. И я бы до конца не запрещал, но при этом и обосновать свой ответ, как ты решал задание, нужно. То есть, как сейчас, вот, допустим, на Авито CTF, в котором мы участвуем, который прямо сейчас проходит, у нас там ребятки участвуют, запрещены и агенты. Но при этом можно использовать и для написания скриптов. Буду делать так же. Ну, а отслеживать, оно все отслеживается на самом деле. Покажите свою страничку запроса. Да, просто один запрос от какого-нибудь там агента, ты же примерно понимаешь, как откуда исходят эти запросы, они все обычно исходят от серверов ИИ, если это не какая-нибудь там локальная модель, которая стоит огромных денег, чтобы ее расположить, то понять можно. Ну и в целом, как бы сейчас искусственный интеллект отследить очень легко. Он оставляет паттерн, который человек никогда не допустит. Да, согласен. Ну, кстати, хочу добавить то, что есть сейчас такие маловесомые модели, которые можно довольно-таки просто развернуть на личном компьютере, если есть много оперативки, то есть, ну, условно, там 4-6 гигов оперативки ест, и такие модели есть. Я вот недавно... Я поднимал такие, и побольше модельки поднимал. Супер, это прям хорошо. А какие модельки поднимал и какие из них использовал в своих целях? Может быть, Я порекомендуешь? поднимал на компе Qwen вроде 2.5, либо 3.5. Скорее всего, 2.5, она сейчас одна из топовых именно как раз-таки в пентесте. В пентесте под кодинг она очень хорошо подходит, она очень шустренькая. Я ее поднимал на своем ноуте. А на работе у нас есть видеокарты очень дорогие. Мы на них поднимали Qwen 3.5 и DeepSeek-овскую вроде модель, которая под размышление у нас шла, для рабочих задач они нужны. И скажу то, что очень прикольный экспириенс, когда у тебя есть своя модель, ты за нее не платишь, это прикольно. Это круто. Согласен. Просто из воздуха берется информация. Да, особенно когда ты впервые ее поднимаешь, ты действительно удивляешься таким мелочам. Да, ну и это на самом деле хорошее подспорье для молодых начинающих специалистов, у которых еще нету денег, например, они заканчивают университет или учатся, и как раз-таки, ну, если есть ноутбук или стационарный компьютер, чтобы в целом чему-то научиться, и бесплатно. Что ж, мы переходим к следующему блоку вопросов. Мы сейчас поговорим с тобой про смешные фейлы. И следующий вопрос будет таким. Много. Да, это прям прекрасно. Чем больше, тем лучше. Был ли момент, когда вы всю ночь решали задачу, а утром оказалось, что флаг был в ее описании? Да, был. Это были квал-отборы MCCF, я не помню, честно, какого года. Задание было буквально самое наипростецкое, что можно быть. Задание называется хэшми, то есть захэшируй меня, и строка. И мы думаем, как-то нужно, наверное, расхэшировать. Нужно что-то сделать. Мы сидим, думаем, пытаемся расшифровать. Оказывается, ответом был просто хэш, слово хэшми. То есть ты его просто отправляешь, флаг засчитывается. Мы сидели, наверное, всю ночь. Мы сидели, думали, причем никто не решил эту задачу. А потом под конец уже все начали ее как-то решать, мы не додумались до этого. Потом посмотрели райтапы. Смешное задание, мы его потом к себе скопировали к себе на CTF-ку от колледжа. На самом деле, хоть оно и простое, но когда люди привыкают работать с тяжелыми задачами, и мозг привыкает Да, ты уже не понимаешь, чего ожидать. Ты начинаешь думать, размышлять куда-то, оно на поверхности валялось, и вот очень был смешной фейл. Ну да, интересно. Ломали ли вы когда-нибудь собственный сервис так, что он положил весь турнир или часть инфраструктуры? Часть инфраструктуры нашей, да, а прям весь турнир нет. Тоже был MCTF, тоже финал, Attack Defense. Это был наш первый дебют, когда мы только вышли на Attack Defense, нас допустили до финалов, 24-й год. Вот у нас, получается, подняли сервисы, и что-то там наш сокомандник сделал, то ли запетлил, то ли еще что-то. Мы использовали инфраструктуру, не выданную нам, мы арендовали сервер. И что-то он там вроде запетлил, и мы просто
и у нас просто пропал доступ к серваку. И мы разбирались с этим практически до конца. Потом мы подняли сервисы, но уже было поздно, у нас уже все очки были потеряны. Я понял. Ну, это Вот. тоже ценный опыт, я думаю. Да. Хорошо. Тогда расскажи, самый абсурдный баг или особенность задачи, из-за которого вы пошли не туда и потеряли часы? На самом деле таких много кейсов, потому что когда ты решаешь задание, всегда есть ложные ходы, и есть всегда вероятность того, что ты пойдешь не туда. Это развернуто практически на всех соревнованиях. У тебя есть там чуть ли не сотни путей различных, и ты постепенно начинаешь понимать, то, что вроде ты как бы решаешь задание, вроде как бы оно решается, а по факту ты приходишь не туда. Тебе в конце пишут, что ну, ты попал не туда. Было много таких задач, помню, даже сидели троем, разбирали вроде дамп диска, и вот нам нужно было найти информацию, то ли IP-адрес, то ли еще что-то, вот в задании на форензику, на криминалистику. По итогу не нашли, но не посмотрели то, что нужно было посмотреть с самого начала. В целом, как бы, когда ты начинаешь вникать в киберкриминалистику, есть свои правила, что, где, куда заходить, что смотреть, что отслеживать, какие логи просматривать. А мы просто начали тыкать все подряд, увидели что-то интересное, нас это зацепило, и мы начали заниматься только вот в этом направлении. Похоже на какой-то хонипот. Да. Окей. И такие задачи тоже были. Ага, интересно. Окей. Видели ли вы ситуации, когда новички обыгрывали стариков именно за счет меньшего числа фейлов? Да, были. На самом деле сейчас молодые ребята, даже младше того же самого меня, которые посвящают чуть ли не все свое свободное время обучением там, в ИИ и так далее, в ИИ и в IT, и в целом сейчас в этом направлении, сейчас могут обойти старичков. Уже показывает практика, что ребята уже на моменте школьников, сейчас школьники стали довольно более продвинутые, чем я, когда начинал в 2021 году входить в CTF. Тогда еще не было даже CTF для школьников, были просто CTF-ки, просто были соревнования уже для студентов, уже для знающих, там, для людей, которые уже вуз закончили. А сейчас уже все это внедряется чуть ли не с 5 класса, то есть ребятам там по лет 12 они уже разбираются. И ты куда ни посмотришь, они уже впереди тебя. А вот как это, я не пойму. Ну, будто бы мозг больше впитывает с самого детства. У них больше времени. То есть мы сейчас в нашем возрасте работаем, и Да. работа занимает большую часть нашей жизни, ну еще сон, разумеется. А у людей, которые помоложе, у них еще вся жизнь впереди, они еще не работают. У них есть свободное время, и они начинают его тратить на это. Да, при этом они посещают различные CTF, они знакомятся с очень крутыми экспертами, получают, впитывают знания, где-то, может быть, даже вместе в коллаборации работают, и действительно знания впитывают гораздо больше, чем мы. Вот, ну... Как губка впитывают. Да, причем раньше действительно CTF было очень мало, и сейчас радует то, что их становится все больше и больше. Это значит, что все больше и больше людей будет разбираться в целом не только там в каких-то азах информационной безопасности, вот, а уже будут приходить с таким классным фундаментом, пониманием вообще, как нужно правильно защищать, потому что вот такие-то вектора атаки существуют, и нужно делать именно вот так, чтобы минимизировать подобные риски. Вот. Окей. Переходим к заключительному вопросу этого блока. Как ты относишься к тому, что фейлы часто учат сильнее, чем победы? Согласен ли ты с этим или нет? Да, согласен, очень сильно согласен, потому что ничего как фейл не даст тех эмоций и момента на обдумать, а что я сделал не так. Потому что когда ты занимаешь там первые места, ты радуешься и ничего не замечаешь. А когда ты где-то фейлишься, и это приводит тебя вниз, хотя ты мог победить, ты начинаешь задумываться, обдумывать, некоторые люди начинают себя закручивать, что он сделал не так, начинаешь анализировать, понимаешь свои ошибки, в будущем их не совершаешь. Это более такой эмоциональный вспрыск. Вообще в целом не только в плане CTF, а вообще в любых соревнованиях, в жизни всегда ошибки ценнее, чем победа.
А как справляться с такой порой тяжелой психологической нагрузкой и не потерять интерес к CTF? У каждого по-разному. У меня уже было такое, то, что я выгорал от CTF, потому что я вижу, что там команда целенаправленно не хочет сильно свое время тратить на занятия, на соревнования. Но прям универсального метода нет, как с этим справляться. То есть это нужно побороть, перегореть, а потом еще раз загореться и участвовать. То есть Мгм. Ну, это повезет, если ты не сменишь путь и дорогу, пока бывали и думаешь. такие кейсы, да, у нас был сокомандник, который очень хорошо разбирался, который очень хорошо писал код, но в конце концов что-то он с нами не поделил. Мгм. Ну, не с нами, там, часть команды не поделилась с ним, вот, и ушел. Человек перегорел, больше перестал этим заниматься, ушел в другую направленность. Ну, бывает, кстати, нередко, что они возвращаются через какое-то время, Возвращаются, камбэк. да, но это те, кто действительно заинтересован в этих соревнованиях, кому это какие-то эмоции доставляет. Если человеку изначально это не понравилось, но он просто по дружбе, так скажем, или по, не знаю, по своим добросовестным качествам решается помочь, то Мы с тобой сейчас перейдем к следующему блоку и поговорим об AI и CTF, а также насколько AI и CTF, как они будут в нашем ближайшем будущем, что изменится в этом. Итак, если завтра запретять AI на всех CTF, вы с командой продолжите играть или интерес резко упадет? продолжим, конечно, уже раньше же без него обходились. Мгм. А как думаешь, вот остальные команды, уже привыкнув к ИИ и AI-агентам, много ли отсеется после этого? Топ-команды, которые сейчас в топах на CTF тайме, нет, не уйдут никуда, потому что они начинали этот путь еще с зарождения CTF-ок. Мгм. А вот новички, школьники, которые этим только и пользуются, наверное, уйдут, все рассеются, потому что будут понимать, что так, когда ты какое-то место занимаешь, у них, наверное, это какие-то эмоции вызывает, какую-то даже зависимость, хочется выиграть. А когда это пропадет, то и задания станут еще сложнее, то ребятки, наверное, рассеются. У них Мгм. перестанут получать те эмоции от этих соревнований и просто рассеются. Мгм. Окей. Скажи, а в каких типах задач, может быть, веб, там, паун, крипто, форензика, AI вам уже реально помог выигрывать время? И Ну да. в вебках очень сильно помогает э, находить тип атаки, вектор атаки. Дальше ты эту атаку сам, соответственно, исполняешь. В Мгм. криптографии Уязвимость ты, наверное, имеешь в виду, под ну, которую да, можно совершить. уязвимость, под которой можно совершить атаку. Ну, вектор Да. атаки, как выбирать. Мгм. Вот. В криптографии еще намного все стало в разы легче, потому что ты, когда пишешь код сам и используешь там какие-то онлайн-тулзы, там, а, это занимает большое количество времени, а учитывая, какая сейчас криптография, насколько уже мы начинаем подвигаться к квантовой криптографии, и стал незаменим. Ну, очень большие объемы данных, массив данных, и вручную уже даже со скриптами это тяжело перебирать, очень долго. И сделать это сам, найдет, как оптимизировать ход задач, как сократить время в той же самой криптографии. Мгм. Ну, он также может еще и объяснить, как решать ту или иную таску, почему нужно этим методом идти или другим, и какая есть особенность, например, в этой задаче. Может быть, даже подводные камни подсветить. И, с одной стороны, Да, сейчас, кстати, есть такие э, моменты, что ты решаешь задачу, разработчики специально оставляют, там, не знаю, фрагменты для того, чтобы, если ты ИИ, не иди дальше. Есть мгм, уже, они уже научились это обходить и понимать, что это ловушка. мгм, Я иногда поражаюсь, как у нас вообще развивается искусственный интеллект в мире, когда уже практически на процентов 70 можно заменить чуть ли не все профессии, если правильно его настроить. Это иногда пугает.
Да, согласен. На самом деле я слышал недавно кейс, когда атакующая команда, не Стеф, а именно реально хакеры, при атаке как раз-таки натренировали свои инструменты так, что там при анализе зловредов, которые они там распространяли, в коде были вот как раз-таки паттерны того, что если там анализируют ИИ, собственно, они добавляли там формулы или запросы создания там ядерных бомб, чуть ли не яишка в рамках своей, ну, защитная яишка, которая, собственно, анализировала это в рамках своих каких-то моральных качеств, сразу отклоняла дальнейшее исследование этого файла, потому что, ну, необходимо будет давать ответы на там, те вопросы, которые зашиты в коде вредоноса. Условно как-то так статья звучала. Это прям интересно. Я слышал, как один чувак в США использовал модель и чуть ли там то ли до НАСА, то ли до Пентагона добрался только одним агентом. Мгм. Причем еще тогда еще прям жестких рамок безопасности не было. Это сейчас все сподхватились, потому что уже вышли такие модели, которые уже реально могут считаться национальной безопасностью для инфраструктуры вообще любой страны. Сейчас уже все спохватились, а до этого есть модели, их можно даже использовать, у которых этих систем безопасности как таковых нет. Так вот, кейс недавно у Клода был, они там после Фейбла, по-моему, какой-то новый модуль разработали, ну, новую версию с другим названием. Она всего сутки, даже меньше суток, по-моему, пробыла в сети. Ну, Мифос. Да, по-моему, Мифос. Меньше суток в закрытом контуре я вышла. Да, а потом я слышал, что ее вроде как успели то ли взломать, то ли скачать, и на трегерах ее находили. На самом деле это форк, на самом деле нельзя назвать Мифосом Мгм. вообще никаким образом, потому что что-то подобное мы уже пытались ставить. Нашли там какой-то полный стек, Мифос, Google, там чего только нету, а по факту это обычная дипсиковская модель. Понятно. Ну, максимально неразвитая, просто говорит, что она топовая модель. Понятно. Короче, очередная хитрость и уловка. Да, хитрость и, может, даже майнер, кто знает. Либо бэкдор. Да. Окей. Веришь ли ты, что через пару лет топовые CTE превратятся в состязание человек плюс ИИ против других связок? Мне кажется, что скоро ИИ против ИИ уже будет. То есть скоро уже дойдет до того, что технологии будут развиваться настолько, что уже не нужно будет даже давать указаний или следить, ну, в целом следить за нейронкой. То есть ты говоришь, иди на сетевки, решай за меня все, получай деньги там за призовые. Мне кажется, скоро таким образом уже все будет Мне кажется, построено. будут фильтры, которые будут банить вот таких И ботов. уже есть такие сервисы, которые банят ИИ или идентифицируют твою статистику как ИИ. Но мне кажется, сейчас все будет развиваться, хуманизироваться, Мгм. и уже будет, ну, с точностью 99% невозможно определить, что это искусственный интеллект. Все стремится к этому. Ну да, но до этого тоже нужно додуматься. Далеко не каждый человек, который работает с ИИ, может правильно написать промпт, так чтобы, собственно, результат был не похож на ИИ. Ну и этому надо учиться. Вот. А вакансии именно в России, которые предусматривают найм людей, там, промпт-инженеров, либо там специалистов по AI-агентам, их очень мало, и они, как правило, варьируются и публикуются в самых таких топовых огромных корпорациях в России. Вот. И для малого и среднего бизнеса пока оно не востребовано, потому что, ну, денег нету у людей. Да, затраты на ИИ очень огромные. Это точно. Окей. А как ты думаешь, нужны ли отдельные AI CTF, где участники ломают модели и промпты, или это чисто маркетинг? Есть уже были, точнее, кейсы, где ты уже ломаешь модель и Мгм. заставляешь ее говорить то, что ты хочешь. Мгм. Это было представлено вроде впервые, точно не подскажу. Это было представлено на Тинькофф CTF 24 или 25 год. Был чат-бот обычный. Еще в Мгм. те времена, когда агентов не было, были только чат-боты, чат GPT 3.5, там четверка только выходила. И вот у тебя чат, и тебе нужно выпросить флаг. Мгм. Все. То есть тебе нужно, так скажем, сделать промпт-инъекцию,
Это вот впервые вот вообще я встретил такое, что уже реально используют нейронную сеть, и уже в задании ее нужно сломать, и ты уже начинаешь понимать. Мы задание это, конечно, решили, не сразу, но сама суть звучала изначально такая. А потом постепенно ребята уже начинают внедрять даже вот эти маленькие LLM-модели в свои задания, когда тебе, допустим, там в ответе постоянно пишет, отвечает нейросеть. Мгм. Так что уже такое есть. В будущем это будет только-только развиваться. И, мне кажется, уже скоро оно будет тесно взаимосвязано с типами задач, вообще с концепцией задач. Все к этому движется, к сожалению. Сейчас уже появляются эксперты, как раз такие, которые базируют свою экспертизу на взломе новейших моделей. То есть выходит какая-то новая модель, новая версия, и они сразу пытаются использовать различную там базу тех или иных промптов. А так, вот, согласно есть у вас топ-10 как раз таки LLM, где описывается там топ-10 самых таких популярных уязвимостей типов атак на LLM-агенты. И я думаю, будущее прям за этим будет очень большим, потому что с ростом и качества AI-агентов будут, конечно, повышаться и риски. Вот, поэтому перед тем, как пользоваться либо ими, либо внедрять в инфраструктуру, нужно все-таки действительно протестировать, насколько безопасна новая версия. Окей. Переходим к следующему вопросу. Что станет с классическими задачами, когда нейросети научатся надежно решать 80-90% типовых кейсов? Классические задачи уже практически вымерли, потому что уже агенты умеют решать 80-90% задач, а даже и 95%. На своем примере скажу, что также пользовались, проверяли. Есть такая платформа, самая вот изначально популярная платформа для размещения CTF, как CTFD. У нее есть наружу всегда торчит свой API-ключ. То есть он у каждой команды, у каждого человека есть в настройках. Ты его копируешь, вставляешь в агента, все, он получает все доступы ко всем заданиям и может сам отправлять флаги. Все, это 98% решения всех задач. Он сам вытаскивает задание, он сам его решает, сам отправляет флаг. Мгм. И, как по мне, вот большинство вот этих вот задач стандартных, которые раньше считались сложными, где ты реально сидишь и потеешь, сейчас для нейросети это буквально 2 минуты подумать, 1 минуту сделать, полминуты отдать ответ. Ну, это прям пугающая статистика на самом деле. И И такого много, к сожалению, такого реально много, и ты сталкиваешься с этим и понимаешь, что ну, раньше это как-то развивалось, то есть, ну, задания были сначала однотипные на каких-то там на каких-то CTF-ках, потом началась какая-то многослойность, а сейчас эта многослойность из-за того, что появились нейросети, мы начали все развиваться, увеличилась кратно больше, чем была изначально. То есть, если там раньше тебе нужно было совершить 3-4 шага для решения задач, то есть там получить доступ, условно там повысить привилегии. написать какой-нибудь рефшелл, потом исполнить код, ты доходишь постепенно до финального ответа, раздекодируешь флаг, получаешь его, а сейчас это задачи в основном делаются для тех людей, которые уже либо супер разбираются, то есть прячут в неочевидных местах, ищут какие-то новые примеры атак, то есть видишь там байт один не такой, как все, вот зацепись за него. Мгм. А раньше все было как-то на поверхности, что ли, то есть было понятно. В целом это правильно, потому что это все-таки это все-таки уязвимости. Мгм. Раньше они были такие наглядные, сейчас очень сложные и тяжелые. Но все равно в контексте задач для новичков не все вкатываются. Согласен. А скажи, как ты думаешь, ради чего люди, вот начинающие специалисты в области CTF, как раз таки используют только, например, яишки для достижения результатов? Ведь полученная ими награда наша не несет никакую практическую
пользы, вот, и если их там эксперт там, или ну, опытный пользователь спросит, а как вы решали, а он ничего не сможет ответить. Вот как ты думаешь, ради чего они постоянно вот используют как раз-таки ИИ и AI-агенты для побед, может быть, в CTF? Ну, либо, как оговаривалось, это какая-то материальная поддержка, это Мгм. деньги все-таки, Мгм. либо это, мне кажется, все-таки какая-то уже зависимость. Вот в целом, как бы, от ИИ, когда ты сидишь, допустим, на работе, и у тебя задача в том, то, что написать или защитить какой-то сервис, ты пользуешься или прибегаешь к помощи ИИ, так и тут на соревнованиях у тебя есть полная свобода Действий. своих действий, да, и никто не запрещает пользоваться, и ты начинаешь максимально эксплуатировать те ресурсы, которые у тебя есть, и это приносит удовольствие. А когда ты их Мгм. не эксплуатируешь, когда ты не получаешь какого-то результата, и удовольствия не приносит. Вот сейчас, мне кажется, все ИИ, все вот айтишные специальности, все такие. То есть уже не обходится без таких людей, и какая-то уже зависимость, и что-то надо с этим делать. Мгм. Хорошо, спасибо. Переходим к следующему вопросу. Ам, Как раз таки, хотели бы вы увидеть отдельный рейтинг человеческий и, может быть, усиленный AI команд на одном турнире? И нужен ли он такой рейтинг? Если мы смотрим с точки зрения реализма, такого в целом мы не увидим никогда. А если вот представить, то было бы интересно посмотреть, как быстро справится человек, профессионал, и какая-нибудь моделька, не знаю, там, Fable 5, как быстро она справится и человек. Это было бы интересно. Или, допустим, представить те же самые соревнования, дать людям и дать людям с нейросетями задачи и сопоставить. Тоже было бы интересно посмотреть, как кто быстрее решает. Ну, быстрее, думаю, машина все-таки решит Конечно, нет, это. быстрее, да, но насколько сильно будет человек отставать от этого всего? Потому что профессионалы своего дела, которые уже в деле в своем, ну, лет 5 и больше, которые уже понимают, уже которые в сеньорах сидят и управляют там командой уже, которые там и тимлидами были и прочим, вот хочется посмотреть, а как они будут действовать в таких ситуациях, как они будут, насколько быстро они будут решать, и не будут ли сильно они отставать от моделей, Мгм. или там посмотреть, как они думают. Ну, было бы интересно посмотреть. Но реальность таковая, даже если мы разделим сетевку на только люди и только И, все равно только люди могут читерить. Ну, нередко, кстати, когда сами яишки тоже читерят. Я слышал немало случаев, когда проводили различные эксперименты как раз-таки с новыми моделями, и давали той или иной модельке, давали ту или иную задачу. И рассказывали ей о том, что успехом в решении этого вопроса будет такой-то результат. В итоге яишка, многие яишки, многие различные модели либо не справились, либо отрапортовали о том, что они успешно выполнили кейс, но обманным путем. То есть, условно, там не безопасные кейсы были, вернее, не связанные с безопасностью, с тем, например, выполнить задачу, договориться там с такими-то людьми, там и с контрагентом о выполнении контракта. Вот. Те или иные условные люди тоже были агентами. Вот. При этом Ишка там такие странные вещи делала. Она там выдумывала людей, что она с теми не договорилась, но она нашла людей повыше по должности и якобы все выполнила, договорилась. То есть там Ишка тоже читерит. Вот. Поэтому Могу рассказать на своем примере такой маленькой хитрость этой яишки, давай. что я вспомнил. Что-то мы тоже дали решать задание, сами делали руками другое, более Мгм. посложнее. И смотрим, как бы отдает флаг, мы спрашиваем, ну, вот как обычно, нужно же как бы знать ход решений для того, чтобы, ну, самим понимать, потом это воспроизвести, когда будет время после соревнований. Мы спрашиваем, как ты решала? Ответ, я не знаю, я придумал флаг. А он оказался правильный. Интересно. Нет, причем нет, просто решение она знала, но почему-то решила скрыть его от нас. Это было смешно, Ну, правда. возможно, это из-за этических норм, ну, якобы... Еще их тогда не было. Даже так. Да, потому что это было, ну, может, год, может, полтора назад на каком-то из сетей.
Мгм. Интересный кейс, спасибо тебе. Что ж, мы переходим к заключительному блоку наших вопросов и нашего сегодняшнего выпуска. Последние два вопроса. Ну, если у меня не будет подвопросов. Итак, поговорим как раз-таки о теме для молодых и для входа в сферу. Что, по вашему опыту, важнее для новичка? Глубокие тех-скиллы или же умение в командную работу и коммуникацию? Все нужно. Ну, просто когда у тебя есть глубокие тех-скиллы, ты уже на машинальном уровне понимаешь, что куда что тыкать, куда что жать, как это все устроено. Мгм. А командная работа нужна для того, чтобы выигрывать. Слаженная командная работа, оптимизированная, э, приводит к победе, Мгм. а тех-скиллы приводят к результату. Очень классно сказал. И, и тогда я тебе задам заключительный вопрос этого выпуска. Если бы к вам пришел школьник или студент и спросил, с чего начать путь в CTF ВБ, что бы вы ответили в 3 конкретных шагах? Интересный вопрос. Ну, самым первым шагом это будет а, задать себе вопрос, а нужно оно тебе или нет? Мгм. То есть ты действительно готов реально чуть ли не быть в той шкуре хакера из фильмов? Будет ли тебе это нравиться, вкатишься ты или нет? Мгм. Второе, это, соответственно, начать собирать материалы, изучать. Я рекомендую, на самом деле, как я и ранее говорил, это читать э, райтапы, то есть ответы к заданиям и прорешивать их по этим райтапам, чтобы в голове откладывалось. Мгм. В-третьих, это пытаться, стремиться каждый раз, если не получается, ну, занял ты это 101 место, занял ты это, там, не знаю, 1000 место в каком-то большом CTF, это же опыт. То есть Конечно. ты своими глазами реально участвуешь в большом соревновании, где участвуют люди чуть ли не со всего мира. Ну или там, не знаю, в пределах России, в той же самой, там какой-нибудь ты участвуешь на CTF от какого-нибудь банка крупного, например, Альфа CTF. Мгм. И вроде как бы со всей России люди участвуют, и ты занял там свое 101 место. Но стремись дальше. Ну вот ты уже показал, что ты хоть что-то можешь. Ты уже решил одно задание, значит, сможешь и два, сможешь 3, 4, сможешь первое место занять. Да, на это нужно много времени. Да, нужно много скиллов. Нужны хорошие ребята в команде, которые реально поддержат, которые реально будут решать задания вместе с тобой, которые будут стремиться к единому, это побеждать. Нужно стремиться и не бояться своих ошибок, потому что ошибки делают нас сильнее. Согласен. Спасибо тебе за такой емкий ответ. Будем постепенно завершать наш выпуск. Спасибо тебе и нашим дорогим зрителям. И, друзья, сегодня мы разобрали тему, которая уже меняет не только CTF-сообщество, но и подход к обучению и работе в информационной безопасности. Вместе с нашими гостями мы посмотрели на AI без иллюзий, где он действительно дает преимущество, где размывает границы честной игры и как меняется сама логика соревнований от классического «кто быстрее и умнее» к формату «кто лучше выстроил связку человек плюс инструменты». Сегодня это уже не только про технику, но и про стратегию, организацию и умение правильно использовать новые технологии. Если вам интересны такие практические разборы без хайпа и лишней теории, подписывайтесь на Киберкухню, ставьте лайки и делитесь выпуском с коллегами. Напишите в комментариях, если используете AI в CTF или в работе, и где он реально дает вам преимущество. И отдельно интересно ваше мнение, должен ли AI быть ограничен в соревнованиях или это уже новая норма. Спасибо, что смотрите и думаете вместе с нами. С вами был Беляев Дмитрий и подкаст Киберкухня. До встречи в следующих выпусках. Пока.